Урзак, как думаешь, что там за светящимися огнями? Гул-Кош, он надзирает за нами, и я так считаю. Гул-Кош, говоришь? А почему не Гул-Ну? Тебя противит мысль о том, что это она? Не тем ты занят, Ограш. Нам за урками следить, звездочки подождут. Урзак, ты читал книгу «Силу звезд», которую я тебе давал? Как по мне, она довольно интересная. В ней столь подробно описаны события будущего, не считаешь? Я ее оставил в доме. Если урков не хочу читать. Боюсь гнева шаманов, чего я тебе советую. Но когда сила быка объединятся с началом война, нужно опасаться грядущих событий. Высвободившаяся сила быка и настойчивость воина могут нарушить древний баланс сил. Космическая граница между измерениями становится слабой, столь слабой, что теневые твари Белиара получают возможность проникнуть в наш мир. Что за крош? И ты в это веришь? Так было написано в книге. Урка еще более безумен в своих теориях, чем старец Урбу-Курсул. Последнее время урки стали осторожничать. Следят за окрестностью, какие-то перемены, видимо. Надеюсь, хоть эта ночь будет спокойная. К чему такая ненависть Урбу-Курсулу? Он порочил наш клан своими суждениями о творцах, говоря, что путь Белиара приведет наш народ к страданию и мукам. А я вот верю ему. Посмотри на нас, Урзак. Разве мы порождение Белиара? Если уж это и впрямь так, то орки — лучшее творение. Вот говорит ты так всегда, то у тебя бы не было проблем. Будь осторожен, Ограш. В городе ходят слухи, что шаманы намереваются изгнать тебя. Не стоит волноваться. Мой отец этого не допустит. Шаманы не столь глупые, чтобы пойти против Курума военачальника и самого близкого друга вождя. Они понимают, их власть не является абсолютной. Всегда поражался твоей самоуверенности. Когда-нибудь она сыграет с тобой злую шутку. Когда это настанет, я буду готов к этому. Говорят, война с кланом Ледяного Утеса напряженная. Наши воины сдают позиции одну за другой. Утес Манул был потерян 2 ночи назад. Бурзак, наша работа — это кормить братьев. Пусть этим делом справляется Курума. Я не всегда буду охотником, Ограш. Шаманы пророчат, я быть великим воином и повести армию братьев на войну с урками. Люди не наши враги. Они лишь чаша весов, как и мы. Крош! Снова ты о своем балансе. Равновесие необходимо этому миру, Бурзак. Без него люди бы уничтожили друг друга. Поэтому я считаю, что именно Аданас создал нас, дабы соблюсти баланс. Поэтому мне не хочется идти с тобой в дозор. Ты плохо влияешь на меня. Разве я не прав? Посмотри на нас. Белиар создал ужаснейшую нежить и демонов. Отвратительных, уродливых созданий. А мы же совершенно иная часть эволюции. Не забывай о драконах! Так, стоп. Хватит об этом. Тебе стоит держать свое мнение при себе, хоть я и твой друг. Всегда ты так. Чуть что, так сразу удираешь. Снова на прогулку? Да, нужно обдумать услышанное. Только недолго.
Если придет Йогаши и тебя здесь не будет... Да знаю я. Мое племя зовет себя Мертвая Скала. Наши земли сильно страдают от нехватки пищи. Поэтому мы торгуем с другими кланами, поставляя железную руду и уголь в обмен на необходимые ресурсы. Мой клан возглавляет Гурбатиш, сильнейший Курума города орков. Он представляет интересы клана на протяжении 33 зим. Его советником является мой отец, который желает, чтобы я стоял во главе вместе с ним. Однако у меня другие планы на свою жизнь. Мое место здесь, среди деревьев и животных. Все дело в моих принципах. Мне не дает даже мысль поднять топор на собрата, не говоря уже об братоубийственной войне с кланом Ледяного Утеса. Зак говорит, что мы потеряли Манул. Это плохо. Там были лучшие охотничьи угоды Кусачей долины. Придется смириться с этим. Но если так и дальше пойдет, вождю ничего не останется, как призвать всех орков на войну. А ведь всего этого можно было избежать. Я не пойду на такое, Коргараш. Клан Ледяного Утеса требует слишком много. Тогда будет война, Гурбатиш. Наш клан понес значительные потери в войне против сервиков-пролицев. На восполнение потерь уйдут многие годы. У нас нет столько времени. Им придется идти покалеченными на войну, взявшись за оружие, пока они не отошли от вкуса войны. Я не допущу этого. Умерь свою ярость, Гурбатиш. Подумай о своем сыне. Что он будет делать, если ты погибнешь на этой войне? Оцени решение до следующей зимы. Так тому и быть. Тогда отцу чудом удалось убедить вождя оттянуть войну. Правда, ненадолго. Есть известие из Ледяного Утеса. Я послал разведчика и посланника к ним. Нам действительно необходима эта война, Гурбатиш. Без нее наш клан обречен на вечное голодание. Земли Ледяного Утеса полны живности. Между прочим, твоей любимой. Но на самом деле это не самая важная часть, из-за чего я желаю войны. Значит, дело не в выживании. Той зимой мне сообщили, что в Утесе были обнаружены огромные запасы магической руды. Мы могли бы попробовать извлечь из этого выгоду. Круш, ты из ума вышел? Ты хочешь начать войну из-за металла? Если урки прознают, что на нашей земле есть руда, их король пошлет войско на нас. Кто тебе вообще это сказал? Неважно кто. А насчет короля, у него уже есть шахта по добыче. Могу сказать, сейчас он слишком занят войной с нашими братьями в другом месте. Все же, представь, чем мы будем обладать. Лучшим оружием и доспехами, значительно усилив наших шаманов за счет магических свойств руды. Мы больше не будем мертвой скалой. Я даже придумал имя нашему клану — Северные Волки. Как только мы победим, я возьму добровольцев, дабы освободить эти земли. Ты же будешь наместником здесь, в городе. Если же мы проиграем, что тогда? Тогда Мертвая Скала станет мертвой окончательно. Мой вождь, у меня ужасные новости. Докладывай, Мудага. Наш посланник мертв. А разведчик? Он жив? Да, он успел перейти в ближайший лагерь и сообщить. После пал мертво от кровоточащих ран. Видишь, Коргараш, на что способны эти Гаруда? Объявить войну немедля. Ледяной Утес дорого пожалеет о своем решении. Так все и началось. Боюсь, мы проиграем эту войну, если вождь не сменит тактику. Уж слишком велики его амбиции. Что-то я слишком задумался. Надо возвращаться. Урзак наверняка заждался.
Ограш, где тебя носит? Сюда приходил Ягаши. Он был очень недоволен твоим отсутствием на посту. Мне в любом случае придется возвращаться в город. Сундук Арахвощи, братья. Вы из какого клана? Красноклык, мы прийти сюда за кровью урков. Красноклык? Далеко же вас занесло. Уходи, брат. Не сегодня твоя кровь нам нужна. Красноклык. Клан, основанный на безумии, крови и каннибализме. Как только они не сгинули со своими традициями. Ведет войну почти со всеми. Считают, что кровь дарует им прозрение и невероятную силу. Ха. Ну и чушь. Недолго им осталось. Думаю, что и 5 зим они не переживут. Впрочем, как и нам. Ты сражался достойно. Белия примет тебя в свои объятия. Ты, подойди сюда. Неужели снова? Мне сказали, что ты снова покинул пост без причины. Отвечай! Доставай крашвар. Убей, 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 убей. Сколько ты меня будешь позорить, Ограш? Сколько мне еще терпеть твои выходки? Из-за тебя мой статус как курмы слабеет. Мне приходится убивать самих воинов, чтобы сохранить его. А вы сейчас, когда идет война, каждый брат на счету. Что на этот раз тебя вынудило покинуть пост? Проводил разведку местности. Клана Ледяного Утеса вблизи наших территорий обнаружено не было. Я тебе дал четкий приказ следить за урками и их лагерем. Что же ты, в очередной свой вольничаешь? Так тебе никогда не стать Курума. Я не желаю быть воином. Мое место среди охотников. Как же мне это надоело. На фоне остальных ты просто посмешище, орк без имени, а в ближайшее время и без клана. Ты изгоняешь меня? Нет еще, но ты близок к этому. Тогда сделай это сейчас, ибо не хочу видеть, как клан Мертвой Скалы сгинет на моих глазах. Прочь! Знаю, сын, я знаю. Просто хочу, чтобы ты стоял со мной рядом, когда это произойдет. Коргараш, Факагар требует вашего присутствия.
Что на этот раз мучает тебя, Окраш? Отец, звезды или нечто иное? Все вместе, Букурсул. Отец вновь унизил тебя перед всеми братьями? Да я не понимаю его. Зачем он делает это? Ведь я вижу, что ему скорбно, когда он поднимает оружие на меня. Каждый отец желает, чтобы его сын был достоин лучшего. Однако на его плечи ложится не только отцовская забота, но и защита всего клана. Потому-то он не может отбросить свою гордость. Признать, что ты дороже ему, чем мертвая скала. Я не могу ответить ему тем же. И дело вовсе не в гордости. Я неоднократно говорил, что мое место среди охотников. Мне все равно, что это низшая каста. Причем меня считают лучшим охотником клана. Так почему я не могу им быть? Тебе нужно понять не только себя, но и его. Хоть и не упрямый Курума, но все же честность ценит. Меня беспокоит не только это. Мы проигрываем войну. Какое пророчество ты дашь нам? И я разговаривал с духами. Они поведали мне, что ваше поражение неминуемо. Ничего невозможно изменить. Возможно, но никто не пойдет на это. Скажи мне, Букурсул, как нам победить? Гурбатиш должен умереть. После его сын станет новым вождем, и тогда спасение ждет нас. Ты предлагаешь мне убить своего вождя? Поступай, как считаешь нужным. Я лишь подсказал тебе путь, а убирать его или нет, решать тебе. Ни один орк не пойдет на такое. Это действительно так. Кроме тебя. Готов ли ты пожертвовать своим вождем, чтобы спасти собратьев от этой безумной войны? Мне нужно подумать об этом.